Привет, друзья! Вы на канале Твой Компьютер. Сегодня к нам на обзор приехала новинка — телевизор серии Mi TV Xiaomi Mi TV P132. Предлагаю познакомиться с ним поближе. Внутри коробки располагается сам телевизор в транспортировочной пленке. Он надежно упакован в пенопласт, так что за целостность телевизора можно не переживать. В комплект поставки входят ножки для установки на стол с винтиками, пульт, батарейки и документация. Габариты телевизора составляют с ножками 733 на 180 на 479 мм, без ножек 733 на 80 на 475 мм. Вес телевизора составляет 3,9 кг. Диагональ нашего экземпляра составляет 32 дюйма, но в продаже есть и другие размеры 43 и 55. Экран сделан по безрамочной технологии и занимает почти всю площадь телевизора. Так как это бюджетная модель, разрешение экрана составляет 1366 на 768 пикселей. В более дорогих моделях 43 и 55 дюймов разрешение уже 4К. Изображение телевизора четкое, картинка яркая, хорошо передает цвета. Угол обзора составляет 178 градусов. Засветов у экрана нет. Охват сетевого пространства максимальный. Пульт очень удобный, в руке лежит хорошо. Благодаря тому, что пульт работает по Bluetooth технологии, он откликается отлично и работает из любой точки комнаты. На пульте расположены кнопки прямого доступа к видеосервису Netflix и Prime Video. Также на пульте есть 4 программированные кнопки, на которые можно поставить, например, запуск любимого канала, либо стримингового сервиса, что может не радовать. Ножки телевизора Xiaomi Mi TV P32 выполнены из матового пластика. Ножки крепятся к телевизору с помощью 4 винтов, которые идут в комплекте. Телевизор на них стоит устойчиво и не шатается. Дизайн самого телевизора также очень красивый. Рамки по краям минимальные, их заметно только при выключенном состоянии. При просмотре фильма или видео их почти незаметно, что может не радовать в бюджетном сегменте. В нижней части корпуса, в средней ее части, расположен логотип серии Mi и стильная кнопка включения, которая имеет белую подсветку. На задней стороне расположен разъем для установки крепления веса. Благодаря этому телевизор может без проблем повесить на стену. Телевизор оснащен всеми современными разъемами и выходами, такие как два порта USB 2.0, AV-вход для подключения, например, старой приставки, либо видеомагнитофона или DVD-проигрывателя, Ethernet LAN, аудиоразъем 3,5 мм для подключения наушников, два порта HDMI и CI слот для подключения карты спутникового телевидения. Из беспроводных интерфейсов на борту имеется Wi-Fi, поддерживает частоту 5.0 и Bluetooth версии 4.2. Телевизор поддерживает технологии Chromecast и Miracast, что позволяет без труда транслировать видео со смартфона либо с планшета. Это очень удобно, когда хочешь посмотреть интересное видео на большом экране. Xiaomi Mi TV P32 имеет две оболочки. Первая — это Patchwall, вторая — это стандартная оболочка Android. Patchwall предлагает контент в бесконечной ленте, но при этом система легко обучается и со временем предлагает фильмы и сериалы согласно вашим предпочтениям. Но не стоит переживать, что ваши дети случайно увидят фильмы для взрослых. У Xiaomi Mi TV P132 имеется замечательная функция родительский контроль, что позволяет разграничить взрослый контент и детский. Для этого достаточно просто зайти в меню, пункт родительский контроль и поставить пароль на взрослый контент. И можно спокойно оставлять вашего ребенка с любимыми мультиками. После настройки данного режима при включении телевизора система будет спрашивать, какой режим просмотра включить: взрослый, семейный или детский. Вы спокойно можете выбрать режим детский, и для вашего ребенка открывается огромная галерея контента мультиков, детских кино. Если вы захотите посмотреть Mi TV P132 сами без детей, просто смените режим просмотра на взрослый, вводите пароль и вам откроется взрослый контент. Это большой плюс. Также Mi TV P132 можно использовать по максимуму. Для этого можно подключить внешний жесткий диск или флешку большого объема, на который можно перенести все приложения из памяти устройства, так как с завода доступно всего 12 гигабайт. А так как это Android, сюда можно поставить, например, торрент клиент и качать любимые фильмы сразу на внешний диск и наслаждаться контентом. Но есть одно но. Подключать нужно только скоростную флешку, либо SSD до 1 терабайта, иначе приложения, которые вы перенесете на носитель, будут тормозить, как и сам контент. На Mi TV P32 можно поставить простые игры и, подключив, например, джойстик по Bluetooth, можно без проблем в них поиграть, а в некоторые даже будет достаточно чисто самого пульта. Лагов и тормозов замечено не было. Конечно, это не полноценная приставка, но чисто ради развлечений, например, с друзьями, то почему бы нет. Также по бокам слева и справа располагаются два динамика с уморной мощностью 10 Вт, поддержка технологии Dolby Audio. Динамики передают очень чистый звук, насыщенный, многогранный. Если вам не хватает стандартного звучания, стиль звучания можно настроить под себя в настройках эквалайзера.
Громкости хватает более чем достаточно для небольшой комнаты, и это является большим плюсом, так как нет необходимости покупать дополнительные колонки или саундбар. Подводя итоги, хочу сказать, как и любая техника Xiaomi, телевизор включает по максимуму технологий, доступных на данный момент. Телевизор Mi TV P32 достаточно хороший для своей ценовой категории. Изображение яркое и четкое. Благодаря очень отзывчивому интерфейсу PatchWorld пользоваться телевизором очень удобно и комфортно. Звук на высоте. Для небольшой комнаты более чем достаточно, даже не на максимальной громкости. В общем и целом, телевизор мне понравился. Телевизор имеет очень хороший дизайн и впишется в любой интерьер. Если вы любите технику Xiaomi, рекомендую рассмотреть данную модель. Купить 30-дюймовую модель можно уже на официальном сайте, ссылка будет в описании. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайк, если видео вам это понравилось, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и до встречи в следующих видео. Всем пока!